Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня, как и обещала, по листушку на раскраску. Вообще раскраска... Так, это у нас книжка «Сказочные мечты». Fairy Dreams. Это у нас Молли Харрисон. Холли Харрисон, как правильно, не знаю. Но китайцы, как всегда, сделали свою версию, поэтому она в таком вот оформлении. Что тут? Чао Фан или Чао Фэн, не знаю. В общем, обложка у нее должна быть совсем другая. Если вот должна быть такая обложка красивая. Если оригинал, ну, надо отдать должное, научились делать. Не суть. Я взяла ее, как говорила, на Китае. В данном случае она стоит 700 рублей, грубо говоря, если округлить, там 684 с копейками. Я брала в Черную пятницу, почти 300 рублей она мне обошлась. Ну, дороже она, в общем-то, и не стоит. Собственно говоря, раскраска небольшая, она чуть меньше формата А4. Просто к сожалению, так, на YouTube, на Алиэкспресс она в дюймах. 6,93 на 9,84 дюйма. Это раскрасочка, но она чуть меньше, как я сказала, формата А4. Здесь 25 односторонних иллюстраций. Цветочные феи, небесные феи и там какие-то мистические дамы без крыльев. В общем, все, что к этому относится. Я люблю такую тематику, все знают, кто меня смотрит. Ну и иллюстрации односторонние. В общем, формат меня устраивает, такой небольшой. За счет того, что я уже обклеила ее пленкой, как и собиралась, за счет того, что чуть-чуть помяли, ее есть заломы у раскраски. Конечно, пленка не особо хорошо легла, но да ладно. Листы сами по себе такие желтоватые, кремовая бумага. Достаточно плотная для Китая, неплохая бумага. Не самая тонкая, я боялась, что будет вообще прям, знаете, у меня одна была раскраска, причем покупала здесь в магазине в Уренгое, она просвечивает даже просто сама по себе, сами по себе листы. Здесь тоже немного видно просвечивает, но это нормально. В целом хорошая бумага, мне вполне устраивает. Ну и мы с вами в конце потом попробуем что-нибудь раскрасить. В общем, вот такие вот иллюстрации. Есть в рамке, есть без, ну, смотря какие. Как я уже сказала, все односторонние, даже производитель у нас, что можно раскрашивать маркерами, карандашами, гелевыми ручками. Соответственно, я смотрю даже в описании, в характеристиках не советуют акварель, значит, она, наверное, не под акварель. Мне нравится, как я сказала, повторюсь, такая тематика. Не знаю, Света вам достаточно. Нет, я как-то особо не зацикливалась сегодня на свете. А зря, наверное, да? В общем, мне очень нравится такая тематика. Я с удовольствием буду раскрашивать. Почему нет? Ну и формат такой небольшой, как раз, знаете, не сидеть часами, не раскрашивать. Ну, часами может и сидеть, а там не на неделю, не на 2 иллюстрации. В отличие от многих раскрасок, здесь, конечно, достаточно такие маленькие иллюстрации. Но такие тоже имеют место быть. Плюс мне очень нравятся феи, вот такого плана все. Эльфы, феи и так далее. Девушки мистические. И я решила, что возьму. Есть такие вот достаточно, видите, более детализированные, уже более интересные иллюстрации уже. Если тут где-то как-то, знаете, более пустые странички, вот, то здесь уже айфон есть, все у нее, в общем-то, есть. Вот такая вот дама красивая. Ну, эльф, наверное, да, судя по крыльям, ушкам. Я еще сама толком не листала полностью. Вот такая очень красивая феечка. Вот. Видите? Достаточно легко, я думаю, будет раскрашивать, хоть и пишут, что эта раскраска идеально подходит для любого любителя фей там, и так далее, что не подойдет для маленьких детей, так как для взрослых так, не подходит для детей старшего возраста, не до 8 лет, если не продвинута моторика. Ну, сейчас такие дети, что и покруче взрослых некоторых, поэтому не могу сказать. Ну, для малышей, наверное, просто это неинтересно. Совсем уж. Смотрите, какая прелесть. Очень красивая иллюстрация.
В общем-то, по большей части все иллюстрации как бы, в общем, тут айфоны. Ну, здесь подразумевается вот месяц. Она, наверное, на каком-то, не знаю, балконе сидит или что в этом роде. Ну, в общем-то, не сказать, что прям пустые фоны. Вот очень красивая цветочная фея среди цветов. Вот. Вот такая вот. Я сейчас их все, ну, сделаю трекер, пронумерую тогда уже. Подпишу, что это все-таки, чтобы для себя знать, что это Молли Хэррисон. Все-таки ее иллюстрация. Потому что я думала сначала, так как никаких опознавательных знаков, и раскраска сразу начинается даже без какого-либо вступления, без каких-то описаний. Я думала, что, наверное, какие-то стоковые набрали иллюстрации. Ну вот, оказывается, нет. Вот такая прелесть, посмотрите, феечка. Вот. Ну, пока я ни одну женщину, в общем-то, не нашла. Как здесь, вот можно к Новому году раскрасить, да, как-то по-новогоднему. Да, можно просто, можно по-новогоднему, но в целом вот она даже юбку так распрямили, как будто это новогодний шарик. Можно раскрасить. Вот, посмотрите, какая прелесть. Тут сова. Дальше. Ну вот с обложки, что я говорила у Молли, на обложке непосредственно вот эта вот феечка в таких фиолетово-розовых тонах обложка. И вот у нее вот такая вот должна быть обложка была. Но, к сожалению, да. Вот такая вот феечка. Ну и как заявлено, что здесь мистические там феи, не феи и просто женщины. Я пока вижу только феечек. Судя по ушкам и крыльям, это феечки все-таки. Вот. Есть попроще, есть поинтереснее. То есть можно как бы по настроению, по желанию выбирать. Вот, посмотрите, какая прелесть. С крыльями. Ну и последняя будет вот такая вот с драконами. Все, сзади тоже, как я уже говорила, ничего опознавательного нет. Ну, наверное, ну хотя это тоже, скорее всего, эльфийка, потому что, судя, ухо тут прям большое. Ну и, наверное, вторая тоже. Нет, ну это, наверное, единственная мистическая девушка. Я, в общем-то, когда выбирала, я почему-то надеялась, что быстрее, раньше придет раскраска. И рассчитывала ее по осени раскрасить. Здесь совсем летний вариант, да, здесь такая вот. Не знаю, давайте какой-нибудь карандаш возьмем, просто интереса ради. Попробуем что-нибудь. Ну, вот у меня телесный есть светлый. Чтобы потом много не исправлять, можно, скажем так, пройтись. Ну, карандаши ложатся, но лира здесь ложится. Проблем вроде как особо нету. Но, скажем так, но и не в диком восторге, видимо, лира от этой бумажки. Хотя при желании можно раскрасить, почему нет. Я просто сейчас не буду уже доставать, искать какие-то карандаши определенные. Наверное, имеет смысл эту раскраску все-таки больше держать для маркеров, фломастеров. Ну или, знаете, когда вот много очень более дешевого сегмента карандашиков, а где-то тоже ими рисовать. Ну, не то чтобы прям даже придется, а именно хочется и порисовать более дешевым сегментом, потому что очень многие карандаши более даже достойнее даже многих дорогих. И как бы думаешь, ну, где их применить? Ну, вот я думаю, здесь они должны хорошо зайти, потому что лира сама по себе очень капризная. Я заметила, многие карандаши еще даже дороже лиры, более такие, как бы тоже профессиональными считаются. Но они более, ну, вот здесь немножко, видите, лира как бы пытается полосить, что ли. Лира какая-то сама по себе очень капризная. Она прям чуть бумага не по ней, и она уже начинает выделываться, отказываться рисовать, отказываться наслаиваться. Ну, в общем, поэтому в целом здесь, я так думаю, карандашики пойдут. Ну, я вот просто, чтобы вам более-менее
Акварель не знаю, скорее всего, навряд ли, если только по сухому, так, чуть-чуть, без каких-либо сильных разводов. То да, мне тут девчонки, извиняюсь, бегают. Ну, а так, в целом, если вам захочется порисовать, вполне. Карандаш ложится, все хорошо. Вот у меня особо проблем нет. Я вижу, насколько Лира капризна. Прошу прощения. Она здесь, в общем-то, вполне неплохо ложится. Хочется верить, что вам все-таки видно. Я уже даже не знаю, как освещать здесь. В общем-то, закрашивается все. Я думаю, при желании здесь можно и карандашиками, и фломастерами, и маркерами пораскрашивать. Ну, здесь, в общем-то, и иллюстрации такие, что можно себе позволить и фломастеры. Есть такие, которые как бы и жалко фломастерами, и все-таки нужны какие-то там и переходы, и какие-то красивые фоны шикарные и так далее. Здесь в целом вот, карандаш ложится. Можно и карандашом побаловаться. Кому что. Я не знаю, я не скажу, что я прям конкретно ее под карандаши или конкретно под маркеры брала. Скорее, просто мне пару иллюстраций очень понравилось. И понравилось, что, знаете, так, ну, такой, как отдыхалочка, что ли, вариант. Не знаю, здесь не пойму. Она у нее, это просто, она как бы такое ню. И она в этих вот лентах или все-таки там дальше платье. Ну, пускай будет. Пусть будет так, да. Всегда можно изменить. Немножко и раз уже начали, да, делаем. Ну, а смешивать уже затемнять будем. Как бы основной цвет ей дадим, раз мы уже красим. В общем-то, неплохо. Карандаш ложится. Проблем я не вижу больших здесь. Можно будет потом взять что-то другое, попробовать. Но Лира ложится, значит, уже карандаши другие лягут, потому что, как правило, повторюсь, это у Лиры прям такая вот есть нехорошее свойство. Всякий раз, как бумага чуть не по ней, и она начинает вот это вот выделываться. Нужно постоянно сидеть, мучиться, что-то делать, как-то извращаться, скажем так, чтобы раскрасить иллюстрацию. Здесь как бы она даже, Лира, в принципе, карандаш еще очень светлый, поэтому. А так в целом все хорошо. Я довольна. Можно будет раскрашивать. Ну и по большей части иллюстрации в рамке, что тоже неплохо. Такие, знаете, отдыхалочки. Когда есть настроение, можно будет. Ну, я тут неправильно начала. Опять по привычке просто одним цветом все начала, пока болтала. Красить. Но в целом, в общем-то, я так думаю, что вполне неплохо. Вполне неплохая раскрасочка. Вот. Так, мне сейчас немножко неудобно. Ну вот они, в общем-то, здесь наслаиваются, но я не давлю, не пытаюсь ни надавить, ни что-то еще, потому что не совсем неудобно красить, поэтому, дабы не испортить, так, знаете, постольку-поскольку. Вот. Но в целом я считаю, что неплохо. Как-то вот не пойму. Ну, это любимое занятие у Лиры. Начать брыкаться, возмущаться. Особенно в плане наслаивания. Вот. Но в целом очень даже неплохо.
В целом даже, я бы сказала, отлично. Так что я довольна. Придется, конечно, тут постараться, потому что с лирой такие вот, как с другими карандашами, финты не проходят. По крайней мере, у меня еще пока не особо получается, чтобы именно затемняться, там еще что-то. В этом плане лира, конечно, воображулистая дама. Такие с гонором, я бы сказала, карандаши. Поэтому, да. Вот. Но в целом, я смотрю так, если сесть конкретно красить, то в принципе я думаю, что даже ну, вот в некоторых местах немножко полосит. У меня тут, не пойму, карандаш. Сейчас скажут, многие скажут, ага, хорошая, а сама ничего сделать не можешь. Да, ну нет, это не бумага. Бумага, кстати, неплохая. Это вот как раз таки лира выделываться начинает, пытается мне тут свои условия, так скажем, навязать. Есть такое у лиры. Она не будет наслаиваться, она не будет особо красить. Но в целом, как я уже сказала, в целом я довольна. Даже уже вот так 3 карандашами, просто чуть-чуть подкрасив, уже вырисовывается, собственно говоря, неплохой рисунок. Так что, в принципе, имеет место быть. Можно красить, можно брать. Вот. Достаточно неплохая. Ну, если акварелью я все-таки рискну здесь что-то раскрасить, то я вам обязательно покажу, расскажу, не знаю. Ну, давайте, раз луна, пусть будет стандартная. Потом, может, ее затемним. А пока так, по-простому, скажем так, да, сделаем тут без каких-либо задумок. Вот. В целом карандаш ложится достаточно ярко, достаточно легко. Мне никаких усилий не надо прилагать, чтобы это сделать. Ну, в общем, все прекрасно. Ну, а если взять, может, другие карандаши или кто умеет маркерами это все дело хорошо рисовать, то будет еще лучше, я думаю. Вот такая вот раскрасочка. Я сейчас сяду, ее пронумерую, заведу ей трекер и с удовольствием буду раскрашивать. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите, может, кто-то тоже уже заказывал, может, вы все-таки рискнули пораскрашивать здесь акварелью. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Может быть, тоже рискну.